Всем доброй ночи, друзья мои. Я дарила вам огромное количество работ для защиты дома, потому как дом – это наша крепость. И очень много правил, связанных с домом, с порогом, очень много ритуалов, заговоров для того, чтобы не пускать туда нежелательных гостей, незваных. И таких защит много не бывает. Очень часто мы призываем силы потустороннего мира для того, чтобы они защищали наш дом, наш порог. Люди спрашивают иногда, закономерный вопрос, а не будет ли это обижать домового? Не уйдет ли он из дома, если мы призываем другие силы? Нет. Человек испокон веков тысячелетиями призывал удачу, силу денег, призывал защиту, призывал духов предков, ставил дома алтарь предков, хранил вещи предков, алтарь богов, различных сил. Но это никак не мешало тем силам, тем сущностям, которые обитали в доме. У каждого своя функция. Домовой, он и хранитель очага, он и следит за детьми, он следит за хозяйством, за имуществом. Домовой изгоняет зло из дома. Домовой дружит с хозяйкой и помогает, чтобы годами вещи не разбивались. Если у вас просто много лет не перегорают лампочки, не ломается техника, исправно служат все коммуникации, трубы там, нигде нет засорений, нигде ничего не протекает, ничего не горит, ничего там не перекрывается. Если у вас не разбивается посуда, если у вас не ломаются вещи, если у вас не болеют животные и так далее, значит, у вас дома сильный и добрый домовой. Потому что есть дома, в которых просто вот падают и разбиваются. Просто постоянно непредвиденные расходы. Постоянно то соседи топят, если это квартира, то дома прорывается что-то и топит весь дом. Постоянно что-то перегорает, постоянно какие-то взрываются лампочки, постоянно разбивается мебель и посуда. Это значит, что дома либо домовой злится на вас, либо он отсутствует, он ушел. С чем это может быть связано? Если вы постоянно приглашаете чужих людей у себя оставаться, не оставляйте людей у себя. Я понимаю, что бывают случаи, когда люди приезжают в гости, там вместе проводите время, близкие, родные люди, естественно, это нормально. Но есть люди, которые либо не могут отказать, либо очень любят компании. Не очень знакомые, малознакомые люди. Либо давно знакомые люди, но как бы не очень близкие прям друзья. Постоянно то ночуют, то приходят, то остаются, то какие-то случайные пассажиры приходят, остаются. В доме должна быть ваша энергия. Когда постоянно эти энергии сменяют друг друга, вот смотрите мою лекцию «Гости-разрушители» называется. И через некоторое время дома начинаются конфликты. Дома начинает утечка денег в никуда. Дома начинаются проблемы на работе, проблемы с документами, с властями. Ну, в общем, со всех сторон. Вы пробиваете вот этот кокон защитный вокруг вашего дома, пробивает чужие энергии, потому что люди приходят сюда, у всех своя жизнь. Кто-то что-то натворил, у кого-то
проклятие рода, у кого-то там эти черти ходят гурьбой за ним. Вы их, пуская в свой дом, в свое пространство, отчасти оставляете у себя вот этих вот, эти фантомы после них. Вот для этого я создала, например, изгнать злой дух Захмат. Это как раз тот фантом или та сущность, которая может остаться после человека. Человек может и не знать об этом, может и ничего плохого не хотел вам. Но в любом случае, потом, когда люди чужие, они небрежно относятся к твоему имуществу. Ведь они же не будут это все чинить, это все прикручивать, покупать. Раз там резко дернули в душевой, что-то сломали, резко повернули ручку, оторвали, понимаете? И это постоянно причинение вреда и нарушение целостности дома. И поэтому не удивляйтесь, что люди, которые очень любят компании у себя оставлять, люди, которые очень любят оставлять всех с ночевкой, которые годами принимали огромное количество гостей, приходили, уходили, приезжали и так далее, в конце концов разводятся, делят этот дом, или продают, или что-нибудь случается в их жизни, остаются ни с чем, и эти гости прекращаются. Ваш дом, дух вашего дома сделает все для того, чтобы это прекратить, а именно кого-нибудь из вас отправить на тот свет, кто причастен к этим вечным компаниям. Эти компании прекратятся, потому что когда нечего есть, пить и радоваться, гости как бы не особо охотно, радостно приходят. Очень много людей, которые с радостью приходят за чей-то счет жить, за чей-то счет веселиться. Они всегда, как там, завсегда рады. Но как только прекращается этот источник, как только у вас какая-то трудная ситуация, как только вы развелись или что-то еще, все, вы не интересны этим людям, они теряют к вам интерес. И дабы освободиться от этих бесконечной шеренги ненужных энергий, ваш дом это прекратит. Относитесь к своему дому как к живой субстанции, помимо домового, помимо тех духов и сил, тех малых крепостных, которых вы позвали, то есть помощники с потустороннего мира, с тонкого плана вы позвали. Чем больше они есть у вас, тем сильнее ваш дом. Помимо всего этого, есть дух вашего дома. Этот дух вашего дома вас оберегает. Во время грозы и грома не пускает, не дает сюда ударить молнией. Во время урагана не дает деревьям упасть на ваш дом. Во время пожара предупреждает, вы вовремя встаете, останавливаете. Дом – живой организм, он хочет жить, он хочет существовать. Особенно усиливается, когда это родовое гнездо. Поэтому всегда говорила, как бы вас ни заманивали эти деньги, чаще всего в селениях это недорогие дома, вы намного больше проиграете, если вы продадите этот дом. Если вас 4, 5 братьев, сестер, и все хотят эти деньги, возьмите на себя такую функцию. Они обязаны по закону первым делом предлагать тому, кто дольщик, он имеет право купить. Он первый на очереди. Купите, отдайте им эти деньги, вы больше выиграете. У вас в жизни будет и защита, и благополучие ваших детей из поколения в поколение, а у них нет. Поэтому многие, когда сокрушаются, что вот, мне пришлось купить, я купил там дом родителей, не хотел, чтобы этот дом ушел с молотка или продали и так далее. Вроде старенький дом, но я вот потратился. Поверьте мне, что вы выиграли больше. Не смотрите на этот мир только с точки зрения материального. Деньги приходят и уходят. Уходят и приходят. Снова копятся. Инфляция. Они теряют ценность. Они снова поднимаются, снова спускаются. Золото становится дороже, нефть дороже, потом дешевле. Все меняется в этом мире. Но есть энергетические поля. Это дом ваших дедов. Это место, где вы были маленькие, были счастливы. Тоже заметьте. Места,
где вы были счастливы, где пропитана энергия счастья и так далее, которые вас оберегают и помогают. И если вы сохраняете связь с этими местами, пускай даже вы родились в Ярославской области, живете в Москве, неважно, у вас эта нить, вот этот вот канал, связь и так далее, эта дорога, эта сила, она все время оттуда вас питает, эти корни, чтобы в вашей жизни все было хорошо. Потому что вы не предали, не отдали в чужие руки. Вы сохранили. Я понимаю, что бывает ситуация, когда невозможно, да, никого не винить. Но ведь Вселенная тоже разумна, она видит. У вас была ситуация, был выход, или вы махнули рукой, думаете, да, и ничего страшного, денежки получим, это мне важнее. Итак, еще один ритуал для того, чтобы не пускать ненужных людей или ненужные злые силы в свой дом. Если вы одна живете, если вы живете не одна, неважно, это не имеет никакого значения. Даже если какое-то дело против вас, даже когда хотят лезть в вашу жизнь, внедриться в ваш дом, что-то там найти и так далее, эти силы развернут их обратно. Они же действуют не только внутри дома, а вне дома. Вы же даете им указ, наказ, вы им даете задание, чтобы они оберегали ваш дом и не давали подходить. Значит, они вне дома тоже действуют, разворачивают это все, этот весь процесс против вас, и не дают подойти к дому, потому что эти силы очень могущественные. Даже если вы, скажем, призываете в наше время, в наш век, это же не значит, что эти силы вот появились вот сейчас. И, может быть, по много сотен тысяч лет, и вы их призываете. Представляете, какие-то могущественные силы, и как они хорошо изучили человечество, и как они хорошо знают, как манипулировать, как действовать, как выполнить то, что вы просите. Им не надо подсказывать, они знают людей. Они знают, какие механизмы, значит, должны быть воздействованы для того, чтобы ваш дом был в порядке. Итак, комната или прихожая. Вот смотрите, вот на примере этого дома показываю, например, вот эта вот часть, да? Вот сюда входит в дом, центральная часть. Если у вас вот так вот прихожая. Именно та первая комната, куда заходит, неважно, это мансарда или какое-то там помещение, или это просто место, где обувь. Вот именно в эту комнату, первую, изначальную, берете монеты, 4 монеты, без разницы. Нет, 4 одинаковые монеты, имела в виду, можете десятки, можете пятаки, можете по рублю, может 10 копеек, вообще не имеет значения. 4 одинаковые монеты. Это в комнате. И одну монету, то есть уже получается 5, да, неправильно. 5 монет, но 4 в комнате оставляйте, пятую монету нужно класть под, где порог. Что там может быть, коврик или что там может лежать, под половицу или что-нибудь возле порога. Со стороны, то есть выхода с улицы, вот под порог. Кладете 5-ю монету. Одинаковые. Положите на все 4 угла первой комнаты эти монеты. И 5-й, значит, под порог. Дальше. Стойте посреди комнаты. Поворачивайтесь на все 4 стороны, куда вы положили эти монеты. По одному разу читайте. Открывайте дверь, становитесь у порога и читайте 5-й раз перед порогом. Все. Время от времени можете повторить. Если монета потеряется, значит, кладете еще одну монету и по новой повторяйте. Все по этим монетам по 4 сторонам повторяйте. Обычно хватает такой защиты надолго. Пока эти монеты там лежат, эта защита будет действовать. Но иногда, конечно, лучше усиливать, потому что каждый ритуал, каждый вызов определенного духа, он ждет подпитки.
А подпитка – это ваше слово, ваш разговор, ваша энергия, которую вы отдали опять как денежную энергию и свою энергию, и снова, значит, может, плохое сравнение, но собака, которая охраняет ваш порог или ваш дом, вы эту собаку же должны кормить, чтобы она жила, у нее были силы вас охранять, правда? Если вы приведете, значит, посадите на цепь собаку и не будете ни кормить, ни поить, собака помрет. И этой защиты не будет. Мы говорим о защите, а моральную сторону мы сейчас не будем обсуждать. Итак, 4 монеты по 4 сторонам. 5-ю монету под коврик порога со стороны улицы. Встали посреди комнаты, повернулись на те стороны, куда вы монеты положили, и по одному разу читаете. Далее подходите, открываете дверь, стоите у порога лицом на улицу, но ногами в дом. Вы стоите у порога и читаете 5-й раз. Все. И закрыли. Никто не должен эти монеты забирать. Если вдруг дети увидят и так далее, заберут, ничего плохого не случится, придется переделывать. Поэтому кладите так, чтобы никто туда не лез и не забирал. Итак, начнем. Первым разом, темным часом, в моей избе 4 угла. В каждом углу баба сидит и на порог двери глядит. А у порога сидит их мать, древняя старуха, темная сторожиха. Каждой бабе по монете кладу, плачу за охрану своей хаты. 4 бабам хату мою сторожить, а их старухе-матери сторожить мой порог. Не пускайте в мой дом незваных, нежеланных. Охраняйте мой дом от вора, супостата, от всяких властей, от подлых людей. Всякое зло гоните, щипайте, рвите и кусайте. К моему дому злых людей и злые силы не пускайте. Заклинаю. Тут темно, просто немного плохо читается. Кто такие эти бабы? Согласно древнеславянским верованиям, определенные силы в женском обличии приходили по вызову, по зазыву хозяина дома и охраняли дом по его просьбе. Но брали по 1 монете за свою службу. Это силы, слово темное не надо, чтобы вас пугало. Темное это не злое. Темное это тайное, таинственное, недосягаемое. Это не всем данные. И хочу вас предупредить, после такой защиты люди, которые к вам приходили, могут резко перестать приходить в гости. Это значит, что эти люди недобросовестные. Это значит, что эти люди приходят к вам с завистью, потому что то, что вам не дано видеть, этим силам дано видеть их мысли, их душу, их намерения, а также слышать то, что они про вас говорят. И поэтому очень может быть, что они перестанут приходить. И могут родственники определенные прийти, ночью остаться и сказать, что всю ночь их душили, что-то им нехорошо, что-то их прям гонят, что-то им некомфортно уже у вас, и больше не приходить. Это учтите, да, заранее, знайте, что такой результат может быть. Ну и отлично, и хорошо. Гонят ненужных людей, которые приносят с собой свои заботы, свои черные эти энергии в ваш дом. Вам это надо? Первым разом, темным часом, да, темное время нужно провести, извиняюсь, что забыла сказать. Солнце должно уже садиться в темное время, вечером или ночью, без разницы. Первым разом, темным часом. В моей избе 4 угла, в каждом углу баба сидит и на порог двери глядит. А у порога сидит их мать, древняя старуха, темная сторожиха. Каждой бабе по монете плачу за охрану своей хаты. 4 бабам хату мою сторожить, а их старухе-матери сторожить мой порог. Не пускайте в мой дом незваных, нежеланных.
Охраняйте мой дом от вора, супостата, от всяких властей, от подлых людей. Всякое зло гоните, щипайте, рвите и кусайте. К моему порогу злых людей и злые силы не пускайте. Заклинаю. Первым разом, темным часом, в моей избе 4 угла. В каждом углу баба сидит. И на порог двери глядит, а у порога сидит их мать, древняя старуха, темная сторожиха. Каждой бабе по монете плачу за охрану моей хаты. 4 бабам хату мою сторожить, а их старухе-матери сторожить мой порог. Не пускайте в мой дом незваных, нежеланных, охраняйте мой дом от вора, супостата, от всяких властей, от подлых людей. Всякое зло гоните, щипайте, рвите и кусайте. К моему дому злых людей и злые силы не пускайте. Заклинаю. И последний раз. Первым разом, темным часом. В моей избе 4 угла. В каждом углу баба сидит. И на порог двери глядит, а у порога сидит их мать, древняя старуха, темная сторожиха. Каждой бабе по монете плачу за охрану своей хаты. 4 бабам хату мою сторожить, а их старухе-матери сторожить мой порог. Не пускайте в мой дом незваных, нежеланных. Охраняйте мой дом от вора, супостата, от всяких властей, от подлых людей. Всякое зло гоните, щипайте, рвите и кусайте. К моему дому злых людей и злые силы не пускайте. Заклинаю. Хочу вам рассказать одну историю. Эта история в нашей семье произошла. Моя прабабушка, вы знаете, что она обладала силой, и моя прабабушка кого-то позвала и посадила у порога. Это немножко более темный ритуал, я это пока давать не буду, это только, наверное, практикам в книге. Она позвала, есть такое выражение на Кавказе, лесная мать называется. Зовут, когда какие-то, в общем, нехорошие вещи происходят вокруг. Аресты людей, там, войны. Что-то несчастье вокруг происходит, и надо, чтобы это несчастье обходило порог дома. И у меня дед был еще молод, это рассказ моей бабушки. Сказано у прабабушки, ее свекрови, моей прабабушки по отцовской линии. Она кого-то звала и положила у порога, значит, вино и прочее. Ночью все, когда спали, всем наказала спать, никому не смотреть, не выходить до утра. Кого-то позвала. И мой дед, забыв об этом, вышел ночью покурить. Уже все спали, и она сказала, что курить и так далее до рассвета, чтобы никто из дома не вышел. И дед мой пошел покурить, вышел, наверное, в туалет сходить и так далее, забыв об этом напрочь. И когда переступил порог, там сидела женщина. Но поскольку она не напоминала мою прабабушку, он решил, что, может быть, кто-то из знакомых пришел к моей, к бабушке, моей прабабушке. Решил остаться, переночевать. К ней приходили ее подруги, поэтому они спокойно к этому относились. Он поздоровался. Причем на тюркском. Он сказал «Салам, баджи». То есть «Здравствуй, сестра». Почему? Потому что была тюркчанка, которая приходила, у нее было много детей. И моя бабушка, прошедшая геноцид, по сути, как некоторым махровым патриотам кажется, что если там такое случается, то у человека полно ненависти. Нет, она ей помогала. Она ей помогала всю жизнь этой женщине. То есть у нее не было такого неразумного подхода к жизни и к людям. И вот эта женщина часто приезжала, и он подумал, что это та самая женщина, которая там, в общем, видимо, вышла на улицу подышать ночью или что там. У нас
Двухэтажный дом, и внизу моя бабушка оставалась. Эта женщина ничего не сказала. Он пошел, вернулся обратно уже подниматься. И женщина ей сказала хриплым голосом: тебе же сказали до утра не выходить. Ты зачем вышел? Он немножко опешил, ничего не ответил. Наверное, подумал, какое ее дело вообще, что мне сказали. Пошел, лег. И утром спросил у бабушки, матери своей, мол, почему твоя подруга там на пороге сидела, еще мне говорит, что ты почему до утра вот тебе сказали не выходи. Тогда моя бабка сказала: никакой подруги у меня нету. Никто у нас не ночевал, не оставался. Я же вам сказала, до утра не выходите. Теперь надо ее задабривать, чтобы она опять пришла. Поругала я на его. Понимаете? И вот эта вот история. Вот этот силуэт женщины. Ночь, темно как-то. Особо не разбираешься, полусонный человек выходит на улицу сельской, там туалет, там курят, там выходят все. Это село. И он не обратил внимания, уж не подошел там потрогать, это человек или кто. То, что она сказала, тебе же сказали, не выходи. Вот, понимаете, и это не сон. Он часто сталкивался, он был очень сильный медиум. Так что, друзья мои, это реальные силы, они есть, существуют, приходят. И поэтому очень серьезно к этому относитесь. И каждый раз думайте много раз. Вам точно необходим этот ритуал? Если да, то проведите. Если у вас съемный дом или квартира, не имеет значения. Вы там живете, это пока ваш дом. Проводите, конечно. И с домовым дружите. Если у вас хороший домовой, забирайте в свой дом, если купите. Но думайте много раз, потому что они могут подраться. Они могут подраться. У нас был случай, когда в детстве мы поехали в дом к одной нашей знакомой бабушке, и нас там оставили. Родители куда-то пошли на свадьбу, нас оставили там. И эта бабушка, она, дом сестры, там сестра умерла, этот дом дети продали, хотя она не очень хотела. И она попросила хотя бы домового оттуда забрать. Она рассказывала потом, что она забрала домового. Мы об этом услышали давно и забыли об этом. Она забрала буквально несколько дней назад, потом какая-то свадьба, нас повели туда. Мы остались ее внуками у них дома. И ночью такая драка, такой крик. Мы сначала подумали, что соседи дерутся у них там через дорогу, или что случилось. На крышу потом поднялись. Знаете, как будто прям спускались, поднимались по лестницам сзади дома. Какой-то вот, как коты дерутся. И мы у этой бабушки ночью, она лежит. Мы через этот вот зал, мы в зале лежим, она в комнате. И мы там: бабуля, что случилось? Кто там, коты дерутся? Она говорит: не, они дом делят. Сейчас поделят, говорит, еще пару дней и успокоятся. Кто там дом делит, не поняли мы. На следующий день, когда она нас уже угощала, чай, варенье, мы спросили, кто там делит. И она говорит, что домового у сестры забрала. И вот они сейчас с моим домовым дом делят. Они сейчас будут драться, дом поделят и через несколько дней подружатся. Мы, конечно, не приняли это всерьез. Мы думали, какая-то сказка. В общем, рассказывать нам какую-то сказку детям. Через много лет я поняла, о чем речь. Люди издревле знали, что это существует, относились к этому спокойно, как часть жизни. Сидишь возле старых женщин, и они там, вот муж чей-то умер. Да, пришел, попрощался, ушел 40 дней там близко им. Да приходил уж, попрощался. И они так спокойно говорили об этом, как будто там сосед зашел, чай попил, обычное дело. Понимаете, мы не могли понять, как можно так спокойно к этому относиться. А это часть жизни. Им не нужно не убеждать кого-то, не доказывать. Ни там у них не было удивления, ужаса. Боже мой, он пришел 40 дней попрощаться. Они относятся к этому спокойно. Почему? Потому что вся их жизнь связана с этим всем, что происходило. Они не раз с этим сталкивались, и они к этому относятся как само собой разумеющиеся вещи. Так что
Относитесь к магии как к живому организму, как к некто такому, что существует. Вот с полной уверенностью, что вы вот телевизор включите, и там экран включится и покажет вам изображение. Если вы вот так спокойно, без лишнего фанатизма, без всяких там фантазий, а то у некоторых крыша начинает сносить, будете относиться к этому таким образом, что мы обращаемся к этим силам, они нас слышат и помогают. Все. У вас будет очень правильное, достойное отношение к ним, и они это оценят и будут просто... Они станут частью вашей жизни. И вот этот тонкий мир подстроится под вас. И вы заметите, что у всех нет работы, у вас есть. Кризисы, они вас не касаются. Трудности не касаются. Всегда запомните, не поддавайтесь никогда панике. Что бы в мире ни случилось, вы должны для себя сделать один вывод. Это у других может плохо, у меня будет хорошо. Это не самоуверенность, это не бахвальство, не звездная болезнь. Это необходимость выжить. Это у других может плохо быть. У меня должно быть хорошо. Я так хочу. Я знаю, что силы мне помогут. У меня будет вообще по-другому. У меня будет хорошо. Помните 2020 год, когда всех закрыли, у всех бизнес рухнул, люди не знали, что делать, все потеряли, дома, все. А наши зрители продавали, покупали, жили. Новые там торговлю вели через интернет. У них было все хорошо и спокойно. Почему? Панике не поддались, и они верили. И 100% надеялись и знали, что эти силы им помогают и помогут. Поэтому все, что в мире происходит, меня не касается. У меня будет хорошо. Вот так и живите. Всем удачи.